Итак, друзья, вы, наверное, сейчас подумали, что он опять там городит. Честно признаться, мне и самому пришла в голову точно такая же мысль. Многие из вас, кто следит за нашим каналом, знают, что мы решили придумать и сделать максимально необычный и оригинальный ремонт нашей туалетной комнаты. И причем, заметьте, своими руками. И светлую голову нашего креативного директора посетила мысль воплотить потолок из нержавеющей стали. Передо мной было поставлено всего лишь две задачи. Это чтобы все было сделано красиво, и чтобы потолок светил и выполнял функцию люстры. Когда мне объяснили, что и как нужно сделать, я сказал, сейчас все будет. Но я и представить не могу, что же меня ожидает дальше. К примеру, вот эти детали из пенопласта нам нужны лишь для того, чтобы сделать лекало для 33 частей потолка. И сейчас мы с вами с этих пенопластовых деталей перенесем все размеры на нержавеющую сталь, сделаем по-быстрому листогибочный станок и начнем гнуть листы из нержавеющей стали. Здравствуйте, дама. Орешков принес, вот. Мне на миг показалось, что я преодолел все сложности для изготовления этих треугольников. И сейчас я быстренько все закончу. Но как же я был наивен в этот момент, пока не приступил к сварке. И да, кстати, кому будет интересно увидеть полное видео изготовления листогиба, ссылку я оставлю в описании к этому видео.
Итак, после сварки деталей у нас появилась деформация поверхности. Выглядит это вот так. После остывания сварной шов уменьшается и, соответственно, стягивает поверхность листов, и они получаются такие мятые. Кто-то скажет, что надо варить точками, а не сплошным швом, и тогда деформации не будет. Но здесь такой вариант не подойдет. Так как мы свариваем листы из нержавеющей стали, соответственно, мы используем проволоку тоже из нержавеющей стали. И шов, который варится проволокой из нержавеющей стали, он ведет себя немного по-другому, нежели шов из обычной проволоки. Нержавеющая сталь имеет низкую теплопроводность, и сварной шов быстро остывает и не растекается. И если варить точками, то получается просто ужасный шов с большим количеством непроваров. И листы все равно стягивает, потому что толщина стали всего лишь 0,5 мм. И для того, чтобы получилось более-менее ровно, я прижал листы алюминиевыми пластинами. Алюминиевые пластины не дают сильно перегреваться листам, и получается хотя бы более-менее как-то ровно. Потому что если не прижимать, то листы после сварки получаются как гармошка. Теперь у нас есть кривые детали, а нам так не надо. После того, как мы зачистим сварной шов, натяжение ослабнет и поверхность немножко выровняется. А дальше нам нужно будет шов проковать, чтобы он вытянулся и листы стали ровными. И когда мы все зачистим и выровняем, после мы проведем сатинирование поверхности и полировку. Ну вы поняли, да? Что я чуть не тронулся умом, пока ковал эти 66 швов. Это будет для меня совершенно незабываемый опыт. Оказывается, что сварной шов из нержавеющей стали гораздо тверже обычного. И даже циркониевый лепестковый диск с ним плохо справляется. Прошло 3 дня, а я довел до удовлетворительного состояния всего лишь 4 треугольника. Оставалось еще 29. И тут меня обуяла паника, я на миг усомнился в своих силах. Но останавливаться на полпути – это не в моих правилах. И сжав всю волю в кулак, я пошел до победного конца. И спустя 10 дней все треугольники были готовы. А теперь подошла очередь заливать эпоксидную смолу. Вы наверняка сейчас подумали, куда тут ее заливать. А вот и есть куда. Но сначала я должен свозить креативного директора в парикмахерскую. Ну, не понравилось тебе, значит. Что мне могло еще там не понравиться? Ну ты приходишь и говоришь: сделайте мне, пожалуйста, на мой натуральный цвет волос, который я отращивала год. Аккуратный светлый контур у лица и несколько прядей с эффектом выгоревших на солнце волос. Тебе говорят: да, и ты говоришь: вот стрижечку, вот мне, пожалуйста, сзади немножечко слоями. Конечно. В итоге тебе делают 2 широченные с отступом, с черным отступом от лба, 2 широченные сплошные выбеленные полосы, выкрашивают твой натуральный цвет в черный, стрижку делают машинкой под кривую линию, без филировки, без ничего. Что мне могло еще там не понравиться?
Ладно, не горюй ты, мол. Все сейчас сделают, будешь прекрасной, красивой женщиной. Я просто начинаю уже сомневаться в собственной способности нормально изъясняться с людьми. Понимаешь? То есть, может, что люди так понимают, чего я хочу. Ну, в смысле, как изъясняться? Ты показываешь видео, показываешь фото. Как еще можно изъясняться? Я вообще не знаю. То, что если человек не умеет это делать, это другой вопрос. И все привыкли по-своему. Вот, я вот так умею, я вот так и сделаю. А таких специалистов, которые, извини меня, под каждый, это художники. Таких не найдешь ты. Я, когда объяснял мастеру, зубному технику, какие мне нужны зубы, да, он кричал, что да, я ему 15 тысяч фотографий показал, как должны какие зубы быть. Он все равно сделал по-своему и все равно сделал не так. Что аж пришлось потом переделывать верхнюю челюсть. Хотя, когда я ему уже объяснял, он на меня уже смотрел, так закатывая глаза, понимаешь? Типа, что ты мне тут объясняешь? Я вообще не знаю, как люди решаются идти на какие-то пластические операции. Прикинь, ты рассчитываешь получить одно, а в итоге ты можешь получить такую жесть вообще. Ну, риск, что ты сделаешь. Не, я пас. Хотя я бы тут подтянул. Буду стареть некрасиво. Может, подтянем все-таки? Есть скотч специальный. Визажист. Кстати, есть скотч, да? Да, такой прозрачный. Ты можешь для съемок... Точно. А я думал скотчем обычным, потом думаю, ну как-то он, наверное, видно будет, он же Нет, блестит. это же все делают. Вот на мероприятия, да, подтягивают уже там, где невозможно пластику делать. Эти все там под волосы прячут всю эту историю. Ну я бы подтянул вот эти брыли. Потому что, если ты понимаешь, вот похудеть, да, похудеешь, они все равно обвиснут. Ничего не обвиснет, Виталик. Обвиснут, это какие-то надо заниматься. Ну, спортом. Ну все, я, короче, тебя буду ждать, да? Да, я тебе Всё, напишу. давай. Ну, она, конечно, была в шоке. Ну, как-то повернись, что ли. Слушай, ну классно покрасила. Очень. И вот эти пряди, а на свету оно будет. Длина мне очень так, понравилась. как ты хотела, ну. Да. Ну все, я доволен, что ты довольна. Я очень довольна. Я прям счастлива, а не просто довольна. Это самое главное. Ну что? Я подумал, что у меня в этом видео так слишком много. Кстати, насчет меня в видео. Не выглядит ли это как самолюбование собой? Любуюсь ли я собой? Любуюсь ли я собой? Невозможно чего-то в этой жизни хотеть большего и не заниматься самолюбованием. Любуйся собой, но не возвышайся над другими людьми, понимаешь? Это очень важный баланс. Самолюбование. Почему самолюбование это плохо? Ты же мной любуешься? Ну, любуюсь. А почему ты собой не должен любоваться? Ну что в этом плохого? Это такой огромный кусок энергии, за который ты себя по какой-то причине стыдишь. Ну, понятно, по какой причине. Нам же всем там в детстве говорили, не высовывайся, будь как все и так далее, и так далее. Любуйся собой, но никогда не ставь себя выше других. Вот это важно. Но тебе не понравилось или все-таки понравилось? Мне не понравилась дикция, скажем так. Да я как человек музыкальный, мне режет ухо вот эти вот... Знаешь, то есть как бы мне не хватило мелодичности в... Ну, я понимаю, что ты напряжен, нервничаешь. Только вот эта вот история. Но тут сказать, что ты там кривляешься, или тем более занимаешься самолюбованием. Ну, я тебя умоляю, там до самолюбования, блин, нам с тобой вместе. Делай так, как у тебя вот получается. Улучшай какие-то навыки. Делай. Просто делай. Просто хоть как-нибудь, но делай. Не хочется мычать, понимаешь, от этого мычания. Даже если бы ты мычал, сегодня ты промычал, завтра ты промычал четче, отчетливее, громче. Но если ты не будешь мычать постоянно, то ты не двинешься с места.
Итак, наши формы для заливки эпоксидной смолы наконец-то готовы. Для изготовления этих форм мы использовали обычные пластиковые уголки из строительного магазина. Для создания фактуры мы применили пластиковые шипы для декорирования одежды. И потом все это залили силиконом на основе олова. Длина наших форм 2 метра, и на каждую форму нам понадобилось 100 грамм силикона. И сейчас мы это все зальем арт-массивом. Арт-массив застывает медленно, поэтому все пузырьки выйдут самостоятельно. Ну и после того, как все застынет, мы приступим к изготовлению светильников. Понимаю, что вам интересно, что же в итоге получится. Мне и самому интересно, что из этого выйдет. Потому что я еще до конца не понимаю, что и как здесь нужно делать. А сейчас нам понадобится вот этот белый пенопластовый плинтус с помощью аэрозольной краски превратить в золотой. Но как вы знаете, большинство аэрозольных красок пенопласт разъедает и превращает его просто в кашу. И для того, чтобы это предотвратить, нам необходимо покрыть пенопласт вот таким грунтом для пластика.
После того, как грунт высохнет, вы можете спокойно наносить золотую аэрозольную краску на пенопласт. И вместо обычного белого мы получаем вот такой великолепный золотой плинтус. Итак, друзья, в следующем видео нам предстоит монтаж этого потолка в нашей туалетной комнате. Сразу после этого мы приступаем к декору остальных частей помещения. Это стены, пол, двери, окно, сантехника и, естественно, они не могут быть менее яркими, чем этот потолок, поэтому мы надеемся вас удивить. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Мы будем благодарны за обратную связь. Напомним, что музыку к нашим видео мы пишем сами, ссылка на наш второй музыкальный канал в описании к этому видео. Друзья, если вам понравилась наша работа, поделитесь этим видео со своими подписчиками. Мы будем благодарны, и добро обязательно к вам вернется. Подписывайтесь на наш канал, и, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.